Израиль вывез всех своих граждан с территории Газы. Это называлось размежевание. Поселений больше нет, и палестинским освободителям стало не от кого освобождать свои земли. Но правящий в Газе Хамас не умеет строить мирную жизнь. Террористы живут на чужие деньги, их экономика паразитарна. Для ее поддержки нужно: первое – состояние перманентной разрухи для получения гуманитарной помощи, второе – внешний агрессор. Поэтому исламисты атакуют КПП, через которых их же сограждане проходят на работу в Израиль. Они стреляют по топливным терминалам, через которые Израиль поставляет палестинцам бензин. Зачем? Подумайте, и вы поймете. Израиль закроет границу, остановит поставки топлива, и в Газе начнется голод. Кто будет виноват? Вы правильно догадались. Внешний агрессор создается так. Берется самодельная ракета, очень дешевый способ убивать, водопроводная труба и килограмм тротила. Топливо, минеральное удобрение и обычный сахар. И то, и другое, кстати, продукты гуманитарные. Восемь лет израильские города находятся под постоянным ракетным обстрелом. Исламисты, которые не хотят и не умеют заниматься ничем, кроме войны, выпустили по израильской территории более 4500 ракет и минометных снарядов. Кассам летит всего 15 секунд. За это время школьник едва успевает спрятаться под парту. Годами сотни тысяч израильтян не могут ни спокойно спать, ни учиться, ни работать. Они живут в постоянном страхе. Даже скрип автобусных тормозов за окном напоминает им свист ракеты. За 8 лет при обстрелах погибло 20 израильтян, и более 400 получили травмы и осколочные ранения. Мировые СМИ освещают только самые крупные теракты. Эфирное время слишком дорого. Большую часть бомбежек не покажут по телевизору, и в газетах о них напишут маленькими буквами на последних страницах. Зато израильтяне видят таких ребят в своих новостях почти каждый день. Это наша реальность. И поэтому вы, скорее всего, не знаете, почему Израиль атакует Газу. Зато теперь у новостных агентств есть все, что нужно для вечернего триллера. Танки, взрывы, раненые дети и мирные люди без крова. Это заработок телевидения и заработок Хамаса. Но большой убыток для Израиля. Ему надоело воевать. Но нет другого способа защитить своих граждан. И именно ради этого 6000 израильских резервистов оставили дома своих жен и детей.